Привет, друзья! Сегодня у нас очень вкусная, аппетитная задача про гренки, ну или тосты. Напишите, что вы предпочитаете, чем гренки отличаются от тостов, если вы знаете. Ну вот я захотел приготовить 3 гренки из квадратного хлеба со стороной 10, расположил, ну, как мне показалось, самым оптимальным образом, чтобы сковородка была наименьшая. Ну, по своему дну, по окружности основания. Вот таким образом 2 куска, а третий расположил, ну, симметрично по центру, как раз относительно этих 2 кусков. И вот требуется найти диаметр днища этой сковороды, потому что сверху оно, конечно, пошире. Ну вот давайте, поскольку мы все-таки в тестах привыкли решать эту задачку, напишу, здесь нужно найти 2r, скажу, что радиус пусть будет больше 12, на ваш взгляд. Б. Радиус меньше 12. В. Радиус равен 12. Ну и для прикола. А, Б, В, Г. Другое. Это для прикола. Ну ладно. Ну попробуйте решить эту задачу, а я вас спрошу, не узнаете ли вы девушку на обложке, на превью? Ну, конечно, узнаете. Да, симпатичная наша шеф-повар. Но в какой задаче она была? Правильно, задача про пиццу. Так это та же самая задача, ребята. Вот посмотрите, пожалуйста, если кто не верит. Итак, задача звучит так. 3 равных квадрата со стороной 10 расположены указанным образом. Найти радиус окружности, описанный вот так около этих 3 квадратов. И вот у нас получается, что фактически заданы 2 параллельные хорды, вот, которые имеют расстояние. Длина этих хорд это будет 20, сверху будет 10, и расстояние между ними тоже задано. Вот расстояние – это вот длина этого перпендикуляра. Ну, а то, что здесь прямой уголок, это понятно. И здесь прямой, и здесь прямой. Вот все это расстояние равно 10 плюс 10 – 20, правильно? Сантиметров. И вот по-прежнему нужно найти 2r. 2r. У нас есть 3 способа, как мы уже обсуждали. Способ 1, способ номер 1. Или метод 1. Какой? А на синус альфа равно 2r для некоторого треугольника, теорема синусов, верно? А какой способ номер 2? Это алгебраические способы. Использовать формулу S равно ABC на 4r. ABC – стороны треугольника. И способ номер 3. 2 Пифагора. 2 Пифагора. Нужно искать 2 прямоугольных треугольничка. Я скажу, пусть центр окружности, по-моему, не доказывая, скажу, что он чуть-чуть пониже вот здесь лежит. И проведу 2 радиуса из центра к окружности. Вот один радиус, вот второй. Я получаю 2 прямоугольных треугольничка. Вы все их видите. Вот один треугольничек и вот второй треугольничек, верно? Верно. Каковы у них катеты? Вот этот катет у нас сколько? 5. А вот этот катет сколько? Правильно, 10. Вот это вся красная, 20. Я вот этот отрезочек сверху давайте, вот этот, который побольше, обозначу x. Тогда нижний отрезочек будет сколько? Правильно, 20 минус x. X покрасивее нужно нарисовать. У нас все должно быть красиво. Чертежи у нас самые великолепные, вы пишете. Ну и все. Из треугольника 1 верхнего. Что я получаю? Что x в квадрате плюс 5 в квадрате равно r в квадрате. Правильно? X в квадрате плюс 5 в квадрате равно r в квадрате. Ну, а из треугольника нижнего, из треугольника 2 я получу, что 20 минус x в квадрате плюс 10 в квадрате равно r в квадрате. Опять-таки r в квадрате. На левой части можно приравнять и получить уравнение. То есть x в квадрате плюс 25 будет равно 20 минус x в квадрате. Ну и плюс 10 в квадрате – это 100. Ну, возводим. X в квадрате плюс 25 равно 400 минус 40х плюс x в квадрате плюс 100. Хотя можно было привести тут уже эти числовые слагаемые. Ну, что получается? 40х равно 400 и плюс 75. 475, правильно? 475. Тогда х сколько будет? Делю на 5. Получается, ну, 8х равно 9 и 5 – 45 и 25. 95. Х равен 95 восьмых. Так, так. Или
Или сколько-то, если на 5 разделить? 19 умножить на 5 и на 8, да, снизу. 19 на 5 и на 8. Это мне понадобится, поскольку у нас ведь радиус мы найдем вот отсюда. Верно? Верно. Итак, r у нас будет равен корень квадратный из x в квадрате плюс 25. То есть 19 на 5 и на 8 в квадрате и плюс 25. Еще раз, вот отсюда мы находим r. Вот так. Равно. Пошли тут расчеты какие-то, которые не очень нравятся. Ну ладно, давайте корень квадратный. Получается 19 в квадрате умножить на 5 в квадрате плюс 5 в квадрате умножить на 64, да? 5 в квадрате умножить на 64. Ну и восьмерка, хотя можно было ее вынести уже. 8 в квадрате пусть висит. Вот так. Равно. И если здесь все посчитать, посмотрите, что получится. 5, выношу 8, и здесь будет 361 плюс 64. 361, чтобы все было реалити. 64. Здесь будет 5, 2, 425, да? Да, 425. На 25 делится. Делится, берем по одному, 25. Сколько здесь? 175. Это что? 17, так? Так, все, значит, 17 на 25, значит, получается пятерка и под корнем 17. Все, ребята, ответ получен. Радиус равен 25, корень из 17, деленное на 8. Тогда диаметр чему равен, а? Искомый диаметр, который 2r, будет равен 25 корней из 17, деленное на 4. Вот это и есть ответ на вопрос задачи. Ну, приближенно 26. А радиус приближенно у нас, 13. Представляете? Приближенно 13. Тогда, когда я спрашивал, радиус больше 12, меньше 12 равен 12, получается, что радиус больше 12. Такой был правильный ответ. У кого-то интуиция сыграла нормально. Так и напишите. Эта задача несложная, но, как видите, расчетная. Можно было взять, конечно, вместо пятерки и десятки единичку и двоечку, а потом найденный радиус промежуточный умножить на 5. Было бы легче, но домашнее задание вот какое. Посмотрите. Мне кажется, тоже очень интересно. Эти задачки не просто так, ребята, на какие-то гренки, квадратики разрезания. Эти задачи называются упаковка в контейнеры. Есть целая теория, там теоремы, там крупные математики этим занимаются. Вот я напомню, у нас была задачка, что нужно было выпилить из квадрата заданной длины 5 квадратов наибольшего размера, то есть как их расположить. То есть задачи звучат двояко, либо заданы квадраты, нужно найти наименьший квадрат, в который их можно поместить, либо задан квадраты, нужно наибольшие квадраты из него или в него поместить. И вот мы нашли такое расположение. Так вот, домашняя задача. 5 тостов или 5 гренок нужно разместить на сковороде наименьшей окружности под днищу. Так вот вопрос у меня, возможно, вот так разместить, и получится это самое наименьшее, то есть D минимальное получится, или все-таки нет, или можно расположить по-другому. В этом заключается домашняя задача. Ну, а кто интересуется, загуглите обязательно задачи на упаковку контейнеров, вы ахнете, там столько всего дописано. Ну что, на сегодня все. Завтра будет задача немецкая из Германии. У нас будет какое-то уравнение, поэтому все. Хендехох, Нихшисен, Тринкеншнапс. Auf Wiedersehen. С вами был Гер Казаков. До новых встреч. Пока.